Третий финал за 3 месяца, возможность взять 4-й титул. Все это сегодня будет у Хвичи Кварацхелия. 13 августа 2025 года может стать историческим. Финал ПСЖ Тоттенхэм. Давайте разбираться, каковы шансы Квары сегодня победить. Друзья, всем привет! Я по-прежнему вместе. Вот такие потрясающие тут пейзажи. Вы, может быть, смотрели уже мой выпуск, как я сюда добирался на самолете. Было шумно, но сейчас не переживайте. Здесь тихо, спокойно, только горы, деревья, вот эти полотенца сзади меня. И это повод поставить лайк, ну, наверное, прежде всего Хвичи. Давайте разбираться вообще, что сегодня нас ждет. Наконец-таки европейский футбол, большой европейский футбол возвращается. Уже Лига чемпионов выходит в финальной стадии отбора. И возвращаются Хвичи Кварацхелия и Пари Сен-Жермен. Ну, давайте, наверное, вспомним, когда команда заканчивала. Мы помним, что ровно месяц назад, 13 июля, команда проводила другой финал против Челси. И неожиданно проиграла, ее разгромили 0-3. Мало что в Париже поменялось за то время, но есть изменения. Давайте начнем с того, что Хвича и вообще команда вышла из отпуска совсем недавно. Буквально неделю тренируется. И вот вчера были предматчевые мероприятия в Удине, в Италии, где этот матч пройдет. Там, кстати, очень жарко, порядка 40 градусов. И даже по видеокартинке это очень хорошо видно. Но играть будет вечером, поэтому вот этих американских проблем с ветродувами и прочим, что мы видели на клубном чемпионате мира, не будет. Но в каком состоянии все футболисты сейчас находятся, очень тяжело предсказывать и предугадывать. Давайте пойдем по порядку. Я вам напомню вот этот чемпионский состав Пари Сен-Жермен, который играл в финале Лиги чемпионов. Ну, я думаю, все эти фамилии вы прекрасно помните. И вот уже здесь есть первые изменения. Луиджи Доннарума, оплот вообще обороны, оплот всего Пари Сен-Жермен. Я думаю, тот футболист, который, без которого сложно представить успехи команды, который тащил в матче, кстати, против английских клубов, его уже нет. Вот вчера такое прощальное письмо он опубликовал. Очень он сожалеет, что нет возможности попрощаться с болельщиками. Ну, как-то, знаете, турнули его так некрасиво. Шевалье, француз из Лиля, скорее всего, будет основным голкипером. Его уже подписали, он уже тренируется, он уже есть в заявке. В общем, все идет к этому. Другая история драматичная — это Матвей Сафонов и приход Ильи Забарного. Тоже Матвея как будто бы попросили на выход, хотели его сплавить в Галатасарай. Он сказал: нет, никуда я не пойду. Но у Матвея контракт подольше, и непонятно, что с ним будет, дадут его в аренду или еще что-то. Но все равно представьте, вратарь, насколько это важное звено во всей команде. И вот сейчас будет другой вратарь, который тренируется с клубом, тоже примерно неделю. Как это повлияет? Мне кажется, даже сам Луис Энрике не знает, а я уж тем более. Давайте посмотрим дальше по позициям. Вы помните, что в финале клубного чемпионата мира не хватало Пачо, и вообще в центре обороны была такая прямо дырка настоящая. Пропускал Париж оттуда атаки, пропускал мячи в результате этих атак. И у соперника был Кол Палмер, игрок, которого нету в Тоттенхэме, это объективно. Но там есть другие звезды, о них мы еще тоже поговорим. И вот Пачо вернется. Я думаю, что в защите все будет в порядке. Конечно, будет много зависеть от Хакими, флангового защитника, который и в атаке обострять может. И, в принципе, все остальные футболисты готовы. И, конечно же, мы ждем в старте и Хвичу, и Дембеле, и Дезире Дуэ. Не знаю, как они отдохнули, в какой они сейчас форме. Это тоже загадка, потому что Париж даже никаких товарищеских матчей не играл. То есть они после клубного чемпионата мира отдохнули, вот собрались, потренировались и теперь выходят на матч, что, конечно, тоже несказанно интересно. Но вот любопытный факт: не будет Жоао Невиша. Об этом я узнал совсем недавно, удивился, подумал, какая дисквалификация. В финале Лиги чемпионов никто не удалялся, что это такое? А оказывается, это тянется еще с клубного чемпионата мира. В финале Невиш удалился, и вот, извините, он сыграть в этом матче не сможет. Скорее всего, например, официальный сайт УЕФА Заира Эмери ставит на эту позицию. Не Баркаля же там играть в конце концов, и не Хвичи. Поэтому посмотрим, каким будет финальный состав. Но вот, повторюсь, отсутствие Доннарумы, на мой взгляд, это, если не проблема, то это такое ощутимое изменение, которое тоже
стоит принимать во внимание. Да, еще важную новость, о которой стоит сказать в контексте этого матча, это номинация на «Золотой мяч». Вы прекрасно слышали, видели, я как раз таки отдельное видео на эту тему выпускал. С плохим звуком, извините, но я еще ближе к делу переделаю, еще его сделаю более интересным. Так вот, 30 кандидатов на «Золотой мяч», в числе которых Хвича Кварацхелия и 8 других футболистов Пари Сен-Жермен. Да, там есть Доннарума, который уже очевидно, что не будет игроком Пари Сен-Жермен, но тем не менее, представляете, еще 8 других футболистов, там и Фабиан Руис, и Дезире Дуэ, и Дембеле, конечно, который, наверное, вообще главный фаворит этой гонки, Ашраф Хакими. Ну, полностью список этих футболистов сейчас на ваших экранах. Кстати, пишите, как вы считаете, кто из этих игроков достоин «Золотого мяча» и выиграет ли его футболист ПСЖ, или же это будет, не знаю, может быть, Ямаль, вы считаете, или Рафини. Давайте посмотрим. Я напомню, кстати, вот я вначале сказал про титулы. У Кварацхелии есть уже титул чемпиона Франции, обладателя Кубка Франции и победитель Лиги чемпионов. Вот эти 3 титула он взял. 4-й формально можно считать титул с Наполи, чемпионство в Италии, в которое он вложился. Посмотрите, сколько он матчей провел. И, конечно, то, что ему медаль не досталось по вот таким, ну, на мой взгляд, странным итальянским правилам, что не был в заявке на конец сезона, ничего ты не получишь. Вот так Хвичи медали не дали, хотя и победные голы у него были, и важную роль, я считаю, он в этом чемпионстве сыграл вне всяких сомнений. Финал был один проигран на клубном чемпионате мира, но вот еще один шанс взять еще один трофей, Суперкубок Европы. Такой немножечко непонятный трофей, но если вы помните, в свое время, кстати, в Тбилиси финал этого турнира проводили. Если вы были на том матче, пишите, как вам. Ощущали ли вы важность этой игры? Ну, там был Месси, конечно, да, но был ли какой-то накал? Или вы считаете, что это больше как товарищеский турнир? А в конце года, кстати, у нас еще межконтинентальный будет кубок, такой аналог клубного чемпионата мира, но с меньшим количеством команд. Там ПСЖ тоже один матч проведет и сразу за титул. Кстати, возвращаясь к Лиге чемпионов, хотелось бы сказать, что Дембеле был признан лучшим игроком турнира, а Дезире Дуэ лучшим молодым футболистом, то достижение, которое в свое время покорялось и Хвиче Кварацхелия. Но сейчас другой турнир, и в Удине, кстати, на афишах есть Хвича тоже. Вот посмотрите, в городе он как одно из основных действующих лиц. И мы сейчас плавно перейдем к пресс-конференции, тому, что говорили представители Пари Сен-Жермен и, конечно же, Тоттенхэма. Тоже, а теперь перейдем к пресс-конференциям. Начинаем с Пари Сен-Жермен. Все-таки для нас эта команда будет поважнее Тоттенхэма. Что сказал Луис Энрике? Он признался, что сам не понимает, что ожидать от своей команды, которая вот такой отпуск провела продолжительный. По сути, ничего нового наиграть они, конечно же, не успели. Он верит в моральный дух, а вот физическое состояние не знаю, каким он будет, и сам Луис Энрике не знает. Ну, фактически, вот неделя тренировок. Ну, наверное, конечно, что-то удаленно там футболисты занимались, они отдыхали, но я знаю, что в командах такого уровня, конечно, индивидуальные планы раздаются, тут вне всяких сомнений. Энрике сказал также, что команда очень сильная ментально. И, конечно, за эту неделю удалось сделать далеко не все, но вот, например, из интересных моментов Энрике сказал, что пенальти не тренировали. А ведь вы знаете, что если будет ничья в основном времени, никакого дополнительного не будет, пенальти будут сразу. Я думаю, что тот же Тоттенхэм имел больше времени, чтобы потренировать пенальти. И кто знает, может быть, этот фактор окажется в итоге решающим. При этом Луис Энрике обозначил, что тема Доннаруммы закрыта, он не хочет ее обсуждать, и сейчас не до этого. И, в общем-то, никто из журналистов больше ее не поднимал. Интересно, что Луис Энрике уже обозначил задачу на грядущий сезон, что она будет более сложной. Удержаться на первом месте — это всегда сложнее, но эта задача мотивирует и хочется ее добиться. Интересно, вот я сказал про золотой мяч, Энрике тоже это подчеркнул, что золотой мяч как награда никак не повлияет на атмосферу в команде. Он говорит, что любой из футболистов может выиграть, каждый из них достоин. Главное, чтобы все они понимали, что выиграть эту награду получилось именно за счет командных взаимодействий, а не за счет какого-то индивидуализма. В общем-то, по Луису Энрике, пожалуй, это главное, пожалуй, это все. Что хотелось бы сказать по футболистам. Были Маркиньос и Нуну Мендеш. Маркиньос вообще там, не расплакался, но сказал, что он 13 лет уже в клубе, ему очень жаль, что Доннарумма уходит при таких обстоятельствах, что вот толком не попрощавшись, и он надеется, что его уход из клуба будет каким-то более торжественным, что ли, более памятным. И, тем не менее, несмотря на эти обстоятельства, Маркиньос сказал, что против Шевалье никто настроен не будет, будут его всячески поддерживать, чтобы Париж был максимально силен и
смог выиграть, кстати, первый в своей истории Суперкубок Европы. Еще вообще таких матчей у Парижа пока не было. Любопытно, что говорил тренер Тоттенхэма. Если вы не знаете, то победитель Лиги Европы Постекоглу, он ушел сразу после финала, потому что команда очень плохо выступила в чемпионате. И вот что сказал датский специалист Томас Франк. Он, в общем-то, большие клубы особо не тренировал. Из Бронби он перешел в Брентфорд, и вот сейчас он, так можно сказать, дебютирует в Тоттенхэме. У него спросили про Хвичу, сложно ли его остановить, и давайте посмотрим, что он ответил. Я мог бы сказать пару вещей, но, наверное, нельзя взять и просто сбить его с ног. Ладно, шутки в сторону. Он особенный игрок, уникальный талант. То, как он ведет мяч, и его индивидуальные навыки один в один, они исключительны. Слежу за ним очень давно, еще со времен Неаполя, сборной Грузии, вот теперь в ПСЖ. Так что, знаете, при всем уважении, ну, ведь он тоже человек. Да, отличный игрок, но у нас есть хорошие защитники и план на игру. Я уверен, что мы сможем его сдержать. Конечно, полностью нейтрализовать его невозможно, но мы постараемся. Вообще, знаете, Тоттенхэм был на какой-то спокухе, такой уверенности, и вот главный тренер команды сказал, что не нужно пытаться остановить кого-то одного, вот про Хвичу уже слышали, не нужно индивидуально играть, нужно остановить ПСЖ как единую систему, единый организм, и в первую очередь это, конечно, нужно делать в полузащите, потому что если команда до ворот соперника доходит, то там уже остановить нападающих такого уровня, такого класса, как Дембеле, Дуэ или тот же Кварацхелия, это, в общем-то, будет еще сложнее, поэтому лучше стараться действовать в центре поля, ну и не давать развивать эти атаки, что мы, собственно, видели, кстати, в матче с Челси, когда другие лондонцы смогли это сделать. Бен Дэвис и Викарио были в качестве игроков Тоттенхэма представлены на пресс-конференции. Викарио итальянец, голкипер, и он не смог пройти мимо темы Доннаруммы. Он сказал, что переживает за своего партнера по команде, по сборной Италии имеется в виду, и надеется, что тот поскорее найдет себе клуб, потому что это важно для всего итальянского футбола. Викарио сказал, что нужно справляться с нападением команды и не подпускать футболистов соперника и мяч к своей штрафной, только так получится добиться хорошего результата. Тоттенхэм проводил финал Лиги Европы на 11 дней раньше, чем Пари Сен-Жермен. Потом был заключительный матч в рамках АПЛ, и не было никакого клубного чемпионата мира. То есть, да, в команде было много изменений. Там ушел Сон, Мэдисон травмировался. Кстати, вот сказали, что Бисума не будет из-за проблем с дисциплиной. Что бы это значило, я не знаю. Но вот такая потеря для Тоттенхэма. Но если говорить про приобретение, будет Жоау Пальинья из Баварии, тот футболист, который со скамейки запасных на клубном чемпионате мира, кстати, в отличие от Тоттенхэма, наблюдал, как Пари Сен-Жермен обыгрывал его Баварию. Так он и не получил игрового времени и шанса что-то исправить. Ну вот, наверное, у него тоже будет особая мотивация сегодня Пари Сен-Жермен отомстить, особенно если он появится в основном составе. Давайте еще раз посмотрим на ожидаемые составы команд, и я такой дам небольшой прогноз. Мне кажется, что это все-таки первый матч сезона, это матч после долгой паузы, и у Тоттенхэма, я думаю, будут неплохие шансы. И Шевалье свою первую игру проводит сразу на таком уровне, сразу такой финал. Я думаю, что Тоттенхэм больше готов к этому матчу. И мне кажется, что если Пари Сен-Жермен пропустит первый, то команде будет очень тяжело, несмотря вот на все регалии и на все победы. Я думаю, что Тоттенхэм вполне может выиграть. Конечно, я этого не желаю Пари Сен-Жермен и лично Хвич. Я уверен, что Хвича максимально готов и выложится сегодня по полной. Поэтому давайте рискну поставить на победу с счетом 2-1, потому что, повторюсь, начало сезона, и мне кажется, что борьба в этом матче будет. Может быть, ПСЖ откроет счет в первом тайме, потом Тоттенхэм сравняет, будет 1-1, и в концовке матча уже ПСЖ дожмет соперника. Хотя вот смотрю я на команды АПЛ, смотрел тот же Ливерпуль и Кристал Пэлас, такие они все крепкие, такие мощные, мне кажется, борьба будет идти точно до самого конца. Вот, лишь бы без травм, потому что это клубный чемпионат мира, все эти перелеты, нагрузки, все это может негативно сказаться на команде, и в частности, мы уже знаем, что есть травмы у больших команд. Не знаю, связано это именно с турниром,
который был летом или нет, но тем не менее. Друзья, вам спасибо за просмотр. Еще раз вам привет из Мести. Сегодня здесь я буду смотреть финал. Не знаю, с местными ли жителями или сам, но будет обязательно стрим. Заходите в прямом эфире. Напомню, 23:00, 13 августа, среда. Мы будем смотреть матч с участием Хвичи Кварацхелия. Не сомневаюсь, что он должен быть в старте. И не сомневаюсь, что должен он сегодня отметиться результативными действиями. Чуть-чуть перезагрузился, чуть-чуть отдохнул. Я уверен, на грузинской природе побывал. А что еще может дать столько сил, как грузинская природа? Да, пожалуй, что ничего. Друзья, ставьте лайк, подписывайтесь и до новых встреч. Нахвамдиц. Sakartvelo,